Друзья, всем привет! Доброго времени суток! Вы на канале Power Device, и у меня для вас очередное интересное видео, на этот раз по смартфонам Realme. Я хочу поделиться с вами одной интересной фишкой, которая есть на ваших девайсах. Если ее нет на ваших смартфонах, я обязательно ею с вами поделюсь. Друзья, как известно, и это факт, что фирма Xiaomi идет немного вперед, чем Realme по своей функциональности. И смотрите, например, вот в Xiaomi есть такая функция. Находится она в особых возможностях. Боковая панель. Нужно поставить вот эту галочку «Показывать во время воспроизведения видео». Дальше заходим во вкладку «Приложения для видео». Здесь выбираем какие-то видеоплееры или приложения для просмотра видео. В общем-то, все пользователи Xiaomi знают, что если сейчас я запущу YouTube, открою вот эту риску, нажму значок воспроизведения в фоне, смартфон блокируется, но видео продолжает звучать в фоне. Во многих аспектах данная функция очень полезна. Так вот, друзья, в смартфонах Realme есть похожая функция, и ее начали завозить в последних версиях оболочки Realme UI 3.0. Смотрите, заходим в настройки. Специальные функции, боковая смарт-панель, активируем данную галочку и дополняем ее включением вот этой галочки «Умные рекомендации». Теперь нам остается открыть YouTube, запускаем видео, открываем данную риску, и вот здесь появляется такая вкладка «Видеопоток в фоне». Смотрите, я делаю видео погромче, нажимаю эту кнопку. YouTube уходит на задний план, а видео продолжает воспроизводиться. Теперь я могу даже заблокировать смартфон, видео продолжит воспроизводиться. Чтобы выйти из данного режима, открываю шторку. Если я хочу просто закрыть это видео, нажимаю вот сюда «Выйти из видео». Если же хочу вернуться к просмотру видео, то нажимаю вот на эту вкладку. Эта функция была придумана неспроста, например, на том же YouTube можно слушать большое количество аудиокниг, там их полно. Вы просто открываете какую-то из них, запускаете данную функцию, ваш смартфон уходит в спящий режим, и он практически не поджирает батарею, при этом воспроизводится аудиокнига. Думаю, здесь вы все поняли. И смотрите, друзья, здесь есть как небольшой плюс в отличие от Xiaomi, так и есть, конечно же, значительный минус. Если в Xiaomi мы зайдем в эти настройки, особые возможности, боковая панель, приложение для видео, то Xiaomi дают нам возможность отдельно выбирать для каждого приложения, где такую функцию можно включать. Это, конечно же, очень удобно. И, к слову говоря, на Яндекс.Дзен я писал такую статью, как с помощью этой фишки можно снимать видео с выключенным экраном. Это один из трюков, который можно выполнять на смартфонах Xiaomi. Кстати, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой Яндекс.Дзен. Буду вам очень благодарен. И вот на Realme эта функция не до конца раскрыта. Данный видеопоток можно воспроизводить только на YouTube, то есть какие-то видеоплееры этого не поддерживают. Но у меня есть информация, и она достоверна, что разработчики уже делают новые функции в Realme UI 4.0, и там они допиливают в том числе и эту функцию. Теперь, друзья, о том, если у вас данной функции нет, но вы ей хотите пользоваться. Ее может не быть даже в ранних версиях Realme UI 3.0, так как она стала появляться только в Realme UI 3.0 из последних версий. Внизу по ссылке в описании вы сможете скачать данную боковую панель, которую я достал из своего Realme GT Neo 3. Переходите, пожалуйста, в мою группу ВКонтакте, там вы увидите ссылку на мой Telegram. Оттуда вы напрямую сможете скачать эту боковую панель. Все это делается в 2 клика, не переживайте. Просто установите данное ПК на свой смартфон. Также, друзья, я не могу вам обещать, что если у вас данной функции нет и вы установите мой АПК себе на смартфон, она у вас обязательно появится. Так как по моему опыту, и вы должны это понимать, на смартфонах Realme, как и на Xiaomi, присутствуют разные версии прошивок. Все это зависит от конкретной модели. Также, друзья, прошу, пожалуйста, напишите в комментариях, есть ли данная функция на ваших Realme. Если ее у вас не было по умолчанию и вы установили мой АПК, она у вас появилась, пожалуйста, тоже об этом сообщите. Для меня это будет очень полезно. А также сообщите в комментариях модель вашего Realme. На этой ноте буду завершать ролик. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал, активируйте колокольчик. Как всегда, желаю вам только правильных настроек и качественных девайсов. Встретимся в следующих видео. Всем пока!